Эта удивительная история произошла в далекой деревне, среди обширных таежных лесов. В этих глухих непроходимых лесах живет настоящая хозяйка тайги, лесник Евгения. Она каждый день ходит по одним тропам с животными и ничего не боится. Женщина следит за лесом и защищает зверей от браконьеров. Каждое утро Евгения патрулировала лес. Сегодня она пошла точно таким же маршрутом, но, проходя около реки, услышала рев. Скорее всего, это был медвежонок. Эти странные звуки встревожили женщину, и она решила проверить, что же там случилось. Евгения незаметно подкрадывалась, чтобы не спугнуть животное. Ей удалось подойти практически вплотную и увидеть грустную картину. Медвежонок носился вокруг ямы, и оттуда доносились какие-то звуки. Евгения осторожно пошла к яме. Малыш замер, увидев ее, но ничего не делал. Он был явно голоден и встревожен. Женщина начала говорить с ним, и медвежонок отступил от ямы, давая подойти леснику. В этой ловушке была его мама, медведица. По внешнему виду можно было полагать, что она немного истощена, но в целом все хорошо. Скорее всего, это сделали какие-то браконьеры, ведь законом запрещена охота с помощью ловчих ям. Женщина, будучи ответственным работником и просто любителем животных, не могла оставить ее там. Медвежонок почувствовал добрые намерения и послушно сидел рядом. Идея была только одна — позвать на помощь мужчин и положить к ней в яму бревно, чтобы она смогла сама вылезти. Она попросила знакомых помочь ей, объяснила ситуацию, и они поспешили на помощь, прихватив рыбки и других угощений для бурых друзей. Спустя 3 часа они увидели мирно ждущего медвежонка, который при виде группы слегка испугался, но, признав в толпе Евгению, успокоился. Она подошла к нему, дала угощение. Медвежонок жадно накинулся на еду, а люди пошли вытаскивать его маму. Мужчины под чутким руководством Евгении аккуратно опустили бревно так, чтобы оно стояло под наклоном. Отойдя на расстояние, люди смотрели, как выбирается медведица. Малыш бегал вокруг, а мама достаточно быстро вскарабкалась наверх. Ее детеныш радостно кидался на нее. Мама сразу начала облизывать своего сыночка, но, не забыв о людях, перевела взгляд на них. Все уже уходили, женщина обернулась посмотреть на эту идиллию. Медведица качнула головой, выразив этим благодарность. Женщина была воодушевлена. Сегодня она смогла спасти 2 хозяев тайги, но не знала, что их встреча повторится буквально через месяц. Евгения, как обычно, прочесывала лес, наблюдая за величием дикой природы. Стояла прекрасная солнечная погода, настроение было замечательное, и день пролетел незаметно. Настало время возвращаться, женщина неспешно шла домой, но заметила какие-то шевеления возле реки. Она сразу же направилась туда. На небольшой полянке расположился чей-то лагерь. Евгения осторожно подошла ближе, но пока старалась себя не выдавать. Этот лагерь не был похож на туристический. Вокруг стояли собранные селки, клетки и 2 ружья. Так как охота здесь была запрещена, несложно было догадаться, что здесь ведется незаконный вылов животных. Надо было предпринимать меры, возвращаться в деревню и рассказать всю возможную информацию. И только она начала отходить, как практически ей навстречу вышли 2 высоких мужчин крепкого телосложения. Они были одеты в камуфляжные костюмы. Полной экипировки не было, но она все равно приметила минимум 3 ножа и 1 пистолет. Выглядело все устрашающе. Женщина тут же рванула в лес, а те кинулись за ней, понимая, что она обязательно расскажет про них. У женщины было ружье,
Но это не очень удобное оружие для перестрелки в погоне, поэтому браконьерам было не страшно. Так как она знала здесь все тропы, ей удалось немного оторваться, но в скорости охотники ей не уступали, так еще и периодически стреляли. Из-за выстрелов она запуталась и прибежала к обрыву, совсем позабыв на эмоциях о том, что спуска вниз здесь нет, и единственное, что она может сделать, это прыгнуть в пропасть. Это минутное промедление сыграло с ней злую шутку. Как только она решила бежать дальше, раздался свист пули, и резкая боль ударила в ногу. У нее было прострелено бедро, бежать дальше было бессмысленно, да и боль не давала встать. Она отползла к дереву, уперлась на него спиной, сняла ружье и выставила перед собой. Женщина понимала, что они никуда не спешат, и, скорее всего, рано или поздно никакое ружье уже не поможет. У нее просто не останется сил, и они его отнимут. А с ней распрощаются. Мужчины, посмеиваясь, приближались. Евгения смогла выстрелить одному из них в ногу. Дальше мужчины не пошли. Этот выстрел взбесил их. Они уже не смеялись и уже были готовы расстрелять бедную женщину на месте, но из-за этого они совершенно не заметили подкравшегося сзади медведя. Страшный рык раздался за спиной, и в ту же секунду две огромные лапы ударили по их спинам. Пистолет вылетел из рук, и мужчины в панике бросились бежать. Медведь проводил их подальше и вернулся к женщине. Евгения быстро замотала ногу куском штанов и, наконец, встала. Это была та самая медведица, которую она спасла около месяца назад. Словно в подтверждение ее слов из-за деревьев выбежал медвежонок и сел рядом с мамой. Евгения поблагодарила медведей, теперь они квиты. Они мысленно попрощались, и медведи побрели дальше по своим делам, а женщина кое-как поковыляла в деревню. Через некоторое время, по ее наводке, нашли лагерь, а потом и людей, которым он принадлежал. Они сидели в яме, похожей на ловушку для зверей. Видимо, медведица решила наказать их и загнала в яму. Как и предполагала Евгения, они были браконьерами, их, конечно же, посадили. Женщина же восстановилась и иногда встречает своих грозных друзей около своего дома. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.